Прямо сейчас начинаются решающие 24 часа для криптовалюты, потому что телеканал CNBC в прямом эфире сообщил, что первый спотовый биткоин ETF будет одобрен в среду и начнет торговаться на американском рынке уже на этой неделе. Да, друзья, это безумно хорошая новость, на фоне которой биткоин пробил новый годовой максимум на уровне 47 тысяч долларов. И это только начало перед самым масштабным булраном, которого не было на крипторынке, начиная с 2021 года. Сейчас компании, которые подавали заявки в SEC, сделали абсолютно все. Внесли финальные поправки в документы, озвучили комиссии, которые будут взиматься за покупку ETF, предоставили специальные механизмы для обеспечения безопасности, а BlackRock уже даже купила 227 биткоинов на 10 миллионов долларов. И теперь нужно просто услышать, когда SEC скажет «да, мы одобряем биткоин ETF». И только это одно решение SEC может полностью изменить рынок криптовалюты, поскольку с запуском ETF на рынок наконец-то придут большие инвесторы, которые уже готовы скупать биткоин на миллионы долларов. А поскольку с каждым часом времени остается все меньше и меньше, мы сняли для вас это видео, в котором я расскажу вам, что сейчас происходит на крипторынке и почему ближайшие 24 часа станут самыми важными в истории крипты. В видео мы собрали очень много полезной информации, поэтому 100% смотрите его до конца. Ну а перед просмотром не забудьте поддержать нас лайком, ведь прямо сейчас мы подготавливаем для вас интереснейший топ криптовалют будущего, которые растут на фоне масштабирования рынка искусственного интеллекта. В топе будут собраны только самые перспективные монеты, и чтобы мы выпустили его как можно раньше, давайте наберем под этим видео 1000 лайков. Я всегда благодарен вам за вашу поддержку, поэтому всем спасибо за лайки. Вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, на повестке дня по-прежнему остается долгожданный ETF, потому что сегодня уже 9 января, и по факту у SEC осталось буквально 24 часа, чтобы озвучить свое решение. И я в очередной раз советую вам прямо сейчас подписаться на наш телеграм-канал, потому что там мы продолжаем в режиме онлайн публиковать самые актуальные новости. И первыми, кто узнает, что ETF одобрили, будут именно подписчики нашего телеграм. Поэтому не тратьте свое драгоценное время на поиск новостей, а переходите в наш телеграм, подписывайтесь и не пропускайте важную информацию. Но начнем мы по классике, с последних новостей, которые, конечно же, связаны с ETF. Ведь каждый день, если не час, появляются такие новости. Самой последней и важной из них стала новость, что вчера компании, которые подавали заявки на спотовый биткоин ETF, отправили в SEC измененную форму S1. И это еще больше увеличивает шансы на потенциальное одобрение в ближайшие 24 часа. Потому что все компании в спешке начали отправлять поправки в SEC, чтобы успеть получить одобрение не позже 10 числа. А ведь если бы компании не были уверены в одобрении, никто бы так не спешил вносить эти поправки. На фоне таких новостей вероятность одобрения растет, и на данный момент шансы на одобрение уже составляют 95%. Такие прогнозы предоставили аналитики Bloomberg, и главный аналитик по ETF сказал: на данный момент я вероятно выберу 5%, имея в виду, что вероятность отклонения составляет только 5%. Также, помимо аналитиков, к одобрению ETF нас начинают подготавливать SEC, потому что на выходных Управление по обучению инвесторов, которое находится под управлением SEC, снова предупредило розничных инвесторов о рисках, связанных с цифровыми активами, включая мемкоины, криптовалюту и NFT. В этом предупреждении было написано, что не стоит испытывать эффект ФОМа и думать, прежде чем покупать токены, которые рекламируют известные личности. Но еще даже сам Гэри Генслер в своем твиттере напомнил нам, что покупка криптовалюты связана с очень высокими рисками. В этом плане SEC дали правильные рекомендации, ведь прежде чем покупать любую криптовалюту, которая не входит хотя бы в топ-20, нужно внимательно анализировать, что это за проект, и только после этого добавлять ее себе в портфель. Более подробно тему поиска перспективных монет я рассказывал вот в этом ролике, поэтому советую посмотреть. Но после предупреждения от SEC появились слухи о том, что это также является сигналом к одобрению. Мол, таким образом SEC и Гэри Генслер снимают с себя всю ответственность и не будут потом отвечать за потерянные деньги, которые инвесторы отправили в биткоин. Кстати, о биткоине. После падения до 42 тысяч неделю назад, его цена уже не только вернулась выше 43 тысяч, а еще даже пробила новый годовой максимум, выше 47 тысяч долларов. И вот это еще один пример того, почему я вам всегда говорю держать в портфеле не менее 70% биткоина. Ведь если биткоин удержал свои позиции и его цена зафиксировалась выше ключевого уровня 43 тысячи, альты продолжили падать и снижались уже вторую неделю подряд, что вызывало особый страх у инвесторов. Если взять общую капитализацию альткоинов, не включая в нее эфириум, то мы увидим, что с начала года она упала на целых 12% и потеряла около 60 миллиардов долларов. Хотя на пике, в начале этой недели, потери составили почти 100 миллиардов. И одним из лидеров
этой коррекции стала монета Solana, потому что за 2 недели она упала на 28% и даже пробила важную поддержку на уровне $100. Такая коррекция цены Solana прежде всего была связана с падением нашумевшего мемкоина Bonk, который за такой же промежуток времени упал более чем на 70%. И это было ожидаемо, потому что как только эйфория на рынке утихает, все как можно быстрее в первую очередь начинают продавать всякие мемкоины, а потом и различные альты. Также в лидерах падения оказался Matic с убытком 30%, монета NEAR, токен Aptos и многие другие. И общей причиной падения стали не только фиксации прибыли со стороны инвесторов, но еще и перенаправление капитала в биткоин. На рынке такое происходит очень часто, ведь если альткоины начинают сталкиваться с нехваткой ликвидности для продолжения роста и начинают падать, можно зафиксировать текущий профит, перевести ликвидные стейблкоины в более безопасный и менее волатильный биткоин и тем самым минимизировать потери во время коррекции рынка, что, собственно говоря, и сделали многие инвесторы в начале этого года. Поэтому опять-таки стратегия 70-20-10 должна стать вашим базовым правилом перед тем, как начать формировать свой портфель. А чтобы не сталкиваться с такими сильными просадками, всегда держите в портфеле не более 10% альтов, поскольку ваша основа – это биткоин и эфириум. Тем не менее, любое движение на рынке – это также возможность получать хороший профит, даже во время коррекции, если заранее знать, где стоит открывать шорт-позиции. Так вот, на этих выходных аналитики нашей подписки Coin22 Pro внимательно следили за токеном Aptos и заметили, как он начинает терять поддержку на уровне $9, после чего все участники Pro оперативно получили шорт на монету Aptos и заработали от 55% прибыли, а перед этим у всех участников уже были открыты лонги по эфиру, которые вчера принесли от 60% профита. За счет такого простого формата работы подписка Pro подходит не только опытным трейдерам, но и новичкам, потому что перед началом торговли вы пройдете пошаговое обучение и 24/7 вам будет доступна наша поддержка. Поэтому, если вы желаете обучиться с нуля или улучшить свои знания в торговле, присоединяйтесь к подписке Pro. Рынок продолжает радовать нас активным движением на фоне последних новостей, и это самый лучший момент, чтобы зарабатывать. Поэтому, чтобы стать участником Pro и получить первую прибыльную сделку уже сегодня, просто напишите нам по ссылке в описании, и мы сразу предоставим всю необходимую информацию. Возвращаясь к новостям касательно ETF, хочу еще добавить то, что сейчас компании уже начинают бороться за своих первых клиентов, которые будут инвестировать в их ETF, поскольку фирмы публикуют свои комиссионные сборы за покупку ETF. В прошлом ролике я уже говорил, что Grayscale планирует взимать около 2% с покупателей, но другие компании предоставили более привлекательные проценты. Например, на старте Bitwise вообще не планирует взимать комиссию с покупателей в течение первых 6 месяцев, и уже только после достижения капитализации ETF в $1 миллиард Bitwise будет получать 0,24%. Немного больше планируют получать ARK Invest и 21 Shares, которые в первые полгода также отказались от комиссий, но после установят 0,25%. VanEck также указали комиссию в размере 0,25%, Franklin 0,29%, а Fidelity 0,39%. А вот мировой гигант BlackRock будет получать 0,20% в первый год и 0,30% после роста их ETF до $5 миллиардов. Да, вот такие комиссионные планируют получать компании за покупку их ETF, хотя аналитик Джеймс Сейфорд написал, что в будущем эти комиссии могут опустить еще ниже, что является огромным плюсом для крупных инвесторов, ведь инвестирование через ETF будет почти идентичным покупке биткоина напрямую через криптобиржи. И, кстати, BlackRock уже полностью сформировала свой ETF. Вчера появилась информация, что 5 числа компания BlackRock купила 227 биткоинов и указала, что эти 10 миллионов разделят на 400 тысяч акций, то есть одна акция биткоин ETF BlackRock на старте будет стоить $25, и покупая одну такую акцию, инвестор получает долю в этом фонде на общую сумму $10 миллионов. В принципе, это главная задача ETF, но если вы до сих пор не понимаете, что такое ETF и зачем они нужны, рекомендую вам посмотреть наше первое видео про ETF. Также в ближайшее время купят биткоин, но уже на более скромную сумму, ARK Invest и 21 Shares, и они планируют, чтобы стартовая капитализация их ETF была чуть меньше $500 000, а точнее $437 тысяч. Вот только пока неизвестно, сколько акций они выпустят на рынок, но думаю, в ближайшее время эта информация обязательно появится. Но сейчас лидером по инвестированию в биткоин остается VanEck, потому что вчера компания купила 1640 биткоинов на сумму $72,5 миллиона. И на данный момент компании сделали все возможное, чтобы наконец-то услышать от SEC заветное «да». И я уже не знаю, что еще нужно для того, чтобы SEC наконец-то одобрила ETF. Сейчас мы действительно стоим на пороге исторического события, которое может произойти в любой момент, даже прямо сейчас, когда вы смотрите
смотрите это видео, ведь к этому будет готов только Гэри Генслер, но глядя на покупки китов, такое ощущение, что про гарантированное одобрение знает не только он. Например, фирма Lookchain зафиксировала подозрительную активность одного кита, который за последние 2 дня накопил 1750 биткоинов на сумму 76,9 миллионов долларов, и все эти монеты были куплены по средней цене 43 953 доллара. И что самое интересное, этот кит ровно на коррекции с 24 августа по 2 сентября купил 6000 биткоинов по 26 444 доллара на общую сумму 150 миллионов. И потом на локальных пиках фиксировал по 23 миллиона профита. Также интересно, что кошелек этого кита был создан только в конце августа, именно после того, как началась вся эта шумиха вокруг ETF, из-за чего даже появились вот такие мемы с Ларри Финком, потому что есть предположение, что это один из кошельков BlackRock. Правда, это всего лишь догадки, но ажиотаж вокруг ETF также вызывает спрос на биткоин со стороны обычных инвесторов, которые продолжают его покупать. И если мы посмотрим на график доминирования биткоина, то увидим, что с начала года доминирование биткоина начало возвращаться на локальные максимумы, около уровня 54%. И это еще одно доказательство того, что многие инвесторы выводили деньги из альтов и начали увеличивать объемы в биткоине. В принципе, в ближайшие 24 часа до того, как SEC озвучит официальное решение по ETF-заявкам, биткоин будет оставаться в центре внимания и продолжит торговаться на более высоких уровнях по сравнению с альтами. А если рассматривать долгосрочную перспективу, то у биткоина есть все шансы, чтобы продолжить рост в этом году, поскольку давайте не забывать, что до халвинга осталось всего 100 дней. И когда мы говорим о более широких временных рамках, я всегда рекомендую смотреть на недельный RSI, который с конца октября находится выше 70. И ранее, когда биткоин продолжал оставаться выше этого уровня, цена двигалась в восходящем тренде, поэтому пока RSI выше 70, это сохраняет его потенциал на рост. Но пока SEC не одобрит ETF, делать долгосрочные прогнозы еще рановато, ведь такого напряжения на рынке не было уже давно. Так что в ближайшие 24 часа я попрошу вас быть начеку и следить за всеми новостями. Удобнее всего это можно делать в нашем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, ведь мы вас обязательно ждем. И кстати, в телеграм вы можете проголосовать, как вы считаете, одобрят ли ETF на этой неделе или нет. Также все ваши вопросы вы можете оставить в комментариях, и мы на них обязательно ответим. И дополнительно не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ролик, который выйдет сразу после одобрения ETF. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, желаю вам удачи, до скорых встреч!